Вы когда-нибудь задумывались о том, что прямо под ногами туристов, гуляющих по белоснежным пляжам мексиканского полуострова Юкатан, скрывается самая большая и, пожалуй, самая таинственная система затопленных лабиринтов на планете, где привычные нам законы биологии и эволюции просто перестают работать? Мексиканские сеноты– это не просто живописные провалы в земле, заполненные лазурной водой. Это входные ворота в колоссальную, на 90% неисследованную сеть пещер, общая протяженность которой, по самым скромным оценкам, превышает 1500 километров. Долгое время мы считали эти глубины безжизненными, лишенными света и кислорода резервуарами. Однако последние находки профессиональных дайверов, исследователей и биологов заставляют нас пересмотреть само определение жизни. Что если в этих изолированных от внешнего мира миллионы лет назад экосистемах сохранились организмы, которые наука еще не успела классифицировать? Речь идет не просто о новых видах слепых рыб или мелких ракообразных. Мы сталкиваемся с признаками существования целой, теневой биосферы, которая питается не энергией Солнца, а химическими реакциями в условиях экстремального давления и токсичных для человека соединений серы. В этом видео мы отправимся в самое сердце системы Сак-Актун и Ош-Бельха. Мы проанализируем отчеты экспедиций, которые столкнулись с явлениями, не поддающимися логическому объяснению. Вы узнаете, почему ведущие мировые океанографы и астробиологи внезапно проявили такой острый интерес к затопленным пещерам Мексики, и как эти исследования могут изменить наше представление о том, где на самом деле зародилась жизнь на Земле. Мы ответим на главный вопрос: могут ли глубоководные пещеры скрывать формы жизни, которые развивались по совершенно иному сценарию, чем все остальное на нашей планете? Приготовьтесь, ведь реальные факты окажутся гораздо масштабнее и сложнее любых фантастических теорий. Чтобы понять масштаб тайны, нам необходимо сначала твердо встать на почву сухих фактов и признанных академических знаний. Что же такое полуостров Юкатан с точки зрения современной геологии и биологии? Официальная наука описывает этот регион как гигантское известняковое плато, которое миллионы лет назад было коралловым рифом на дне Древнего океана. Со временем уровень моря падал, риф поднимался, и мягкая порода начала подвергаться воздействию дождевой воды. Так возникла уникальная гидрогеологическая система, не имеющая аналогов в мире. Основная концепция, которой придерживаются ученые, заключается в том, что Юкатан – это своего рода швейцарский сыр. Дождевая вода, поглощая углекислый газ из атмосферы, превращалась в слабую кислоту, которая на протяжении миллионов лет буквально выедала пустоты в известняке. В результате сформировались тысячи сенотов, естественных провалов, которые открывают доступ к огромному водоносному горизонту. Официальная хронология исследований этого региона тесно связана с именем Роберта Шмитнера. В январе 2018 года, после 10 месяцев непрерывных погружений, исследовательская группа под его руководством официально объявила о величайшем открытии в спелеологии. Они нашли соединение между двумя огромными пещерными системами – Сак-Актун и Дос-Ахос. Это сделало Сак-Актун самой длинной затопленной пещерой в мире. На тот момент задокументированная протяженность составила 347 километров. Однако важно понимать, что для официальной науки эти пещеры прежде всего архив палеонтологии и климатологии. В этих лабиринтах были найдены останки мегафауны эпохи плейстоцена, гигантских ленивцев, гомфотериев, дальних родственников слонов и даже кости древних людей, возраст которых превышает 12 тысяч лет. Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики, такие как Гильермо де Анда, утверждают, что сеноты были для майя не только источником пресной воды, но и священными местами, входами в Шибальбу, подземное царство мертвых. Биологическая же картина, признанная академическим сообществом до недавнего времени, выглядела довольно лаконично. Считалось, что жизнь в этих пещерах крайне бедна из-за отсутствия солнечного света и, следовательно, невозможности фотосинтеза.
Официально здесь обитают так называемые стигобионты – организмы, полностью адаптированные к жизни в вечной темноте. Это слепые пещерные рыбы, такие как мексиканская слепая тетра и различные виды мелких ракообразных. У них нет пигментации, нет глаз, зато обострены органы осязания и химического чувства. Ключевым фактором здесь выступает так называемый галоклин. Это четкая граница между верхним слоем пресной дождевой воды и нижним слоем соленой морской воды, которая проникает вглубь полуострова через подземные каналы из Карибского моря. А официальная наука утверждает, что именно на этой границе, в зоне галоклина, сосредоточена основная биологическая активность. Там живут бактерии, которые перерабатывают органику, попадающую в пещеры через провалы в потолке. Казалось бы, все логично и объяснимо, но именно здесь начинается территория вопросов, на которые у официальных лиц нет ответов. Если система настолько изолирована и скудна на питательные вещества, то как объяснить присутствие в ней существ, которые явно не вписываются в цепочку питания, основанную на поверхностной органике? Почему некоторые виды ракообразных встречаются только в определенных, глубоко удаленных от выходов камерах, где вода имеет аномальный химический состав? Ученые-гидрологи, изучающие Юкатан, признают, что мы исследовали менее 5% этого подземного мира, и то, что мы принимаем за всю правду, это лишь описание тонкого верхнего слоя. Исследователи все чаще сталкиваются с тем, что привычные биологические модели дают сбой, когда речь заходит о нижних горизонтах пещер, где соленая вода не просто стоит неподвижно, а пульсирует в ритме с океанскими приливами, принося с собой нечто, чего мы никак не ожидали увидеть так глубоко под землей. Именно в этой точке официальная версия начинает давать трещину, уступая место открытиям, которые заставляют биологов по-настоящему содрогнуться. Чтобы понять масштаб тайны, нам необходимо сначала твердо встать на почву сухих фактов и признанных академических знаний. Что же такое полуостров Юкатан с точки зрения современной геологии и биологии? Официальная наука описывает этот регион как гигантское известняковое плато, которое миллионы лет назад было коралловым рифом на дне Древнего океана. Со временем уровень моря падал, риф поднимался, и мягкая порода начала подвергаться воздействию дождевой воды. Так возникла уникальная гидрогеологическая система, не имеющая аналогов в мире. Основная концепция, которой придерживаются ученые, заключается в том, что Юкатан – это своего рода швейцарский сыр. Дождевая вода, поглощая углекислый газ из атмосферы, превращалась в слабую кислоту, которая на протяжении миллионов лет буквально выедала пустоты в известняке. В результате сформировались тысячи сенотов, естественных провалов, которые открывают доступ к огромному водоносному горизонту. Официальная хронология исследований этого региона тесно связана с именем Роберта Шмитнера. В январе 2018 года, после 10 месяцев непрерывных погружений, исследовательская группа под его руководством официально объявила о величайшем открытии в спелеологии. Они нашли соединение между двумя огромными пещерными системами – Сак-Актун и Дос-Охос. Это сделало Сак-Актун самой длинной затопленной пещерой в мире. На тот момент задокументированная протяженность составила 347 километров. Однако важно понимать, что для официальной науки эти пещеры прежде всего архив палеонтологии и климатологии. В этих лабиринтах были найдены останки мегафауны эпохи Плейстоцена, гигантских ленивцев, гомфотериев, дальних родственников слонов и даже кости древних людей, возраст которых превышает 12 тысяч лет. Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики, такие как Гильермо де Анда, утверждают, что сеноты были для майя не только источником пресной воды, но и священными местами, входами в Шибальбу, подземное царство мертвых. Биологическая же картина, признанная академическим сообществом, до недавнего времени выглядела довольно лаконично. Считалось, что жизнь в этих пещерах крайне бедна из-за отсутствия солнечного света и, следовательно, невозможности фотосинтеза. Официально здесь обитают так называемые стигобионты – организмы, полностью адаптированные к жизни в вечной темноте. Это слепые пещерные рыбы, такие как мексиканская слепая тетра и различные виды мелких ракообразных. У них нет пигментации, нет глаз,
Зато обострены органы осязания и химического чувства. Ключевым фактором здесь выступает так называемый галоклин. Это четкая граница между верхним слоем пресной дождевой воды и нижним слоем соленой морской воды, которая проникает вглубь полуострова через подземные каналы из Карибского моря. Официальная наука утверждает, что именно на этой границе, в зоне галоклина, сосредоточена основная биологическая активность. Там живут бактерии, которые перерабатывают органику, попадающую в пещеры через провалы в потолке. Казалось бы, все логично и объяснимо, но именно здесь начинается территория вопросов, на которые у официальных лиц нет ответов. Если система настолько изолирована и скудна на питательные вещества, то как объяснить присутствие в ней существ, которые явно не вписываются в цепочку питания, основанную на поверхностной органике? Почему некоторые виды ракообразных встречаются только в определенных, глубоко удаленных от выходов камерах, где вода имеет аномальный химический состав? Ученые-гидрологи, изучающие Юкатан, признают, что мы исследовали менее 5% этого подземного мира. И то, что мы принимаем за всю правду, это лишь описание тонкого верхнего слоя. Исследователи все чаще сталкиваются с тем, что привычные биологические модели дают сбой, когда речь заходит о нижних горизонтах пещер, где соленая вода не просто стоит неподвижно, а пульсирует в ритме с океанскими приливами, принося с собой нечто, чего мы никак не ожидали увидеть так глубоко под землей. Именно в этой точке официальная версия начинает давать трещину, уступая место открытиям, которые заставляют биологов по-настоящему содрогнуться. Первый серьезный треск в стройной официальной картине мира произошел не в тишине университетских кабинетов, а в вязкой, лишенной света мгле системы Ош-Бельха, что в переводе с языка майя означает «три пути воды». Это случилось в ноябре 2017 года, когда группа исследователей под руководством доктора Дэвида Бранковица из Техасского университета A&M опубликовала результаты своей экспедиции в авторитетном научном журнале Nature Communications. Это событие стало своего рода водоразделом. До него мы считали пещеры Юкатана пассивными хранилищами, а после сей осознали, что столкнулись с полноценной, автономной и пугающе сложной экосистемой. Что же именно обнаружил Бранковиц и его команда? Чтобы понять это, представьте себе работу дайвера-исследователя. Вы находитесь в сотнях метров от ближайшего выхода, над вами десятки метров монолитного известняка, а вокруг вода, прозрачность которой создает иллюзию полета в безвоздушном пространстве. Но на определенной глубине эта прозрачность исчезает, и вы входите в слой, который дайверы называют облаком. Это сероводородный слой, густой белесый туман, пахнущий тухлыми яйцами даже через дыхательную смесь. Обычная наука говорила нам: здесь жизни нет, это мертвая зона, яд. Однако группа Бранковица, используя высокоточное оборудование для забора проб и глубоководные камеры, зафиксировала нечто невероятное. В этой токсичной среде, где уровень кислорода практически равен нулю, кипела жизнь. Исследователи обнаружили, что основой этой жизни является метан. Да, тот самый газ, который мы привыкли считать топливом или отходом жизнедеятельности. В глубинах Ош-Бельха метан становится фундаментом всего сущего. Ученые установили, что микробы, живущие в этих пещерах, научились перерабатывать метан и серу, превращая их в энергию. Этот процесс называется хемосинтезом. Но шоком стало не само наличие микробов, их находили и раньше в глубоководных желобах океана. По-настоящему ученых поразило то, что эти бактерии кормят целую цепочку более сложных существ. Они нашли креветок рода Тифлатия, которые не просто случайно заплыли в эти глубины, а сознательно мигрируют к метановым источникам. В их организмах было обнаружено огромное количество углерода, полученного именно из метана, а не из органики с поверхности Земли. Это был первый серьезный взлом системы. Мы привыкли думать, что вся жизнь на Земле зависит от Солнца. Растения ловят фотоны, животные едят растения, мы едим животных. Это аксиома. Но в мексиканских пещерах Бранковиц нашел мир, которому Солнце не нужно в принципе. Если завтра наша звезда погаснет, жизнь в сенотах Юкатана этого даже не заметит. Она продолжит существовать в своем метановом ритме, скрытая под толщей скал. География этого открытия охватывает огромную территорию штата Кинтана-Роо. Ош-Бельха – это колоссальный лабиринт.
общая длина которого на сегодняшний день составляет более 270 километров. И практически в каждой ветке этого лабиринта, где присутствуют залежи древней органики, начавшей превращаться в газ, исследователи находят следы этой альтернативной биосферы. Доктор Бранковиц в своих интервью подчеркивал, что сложность этих связей сопоставима с экосистемами коралловых рифов, которые мы видим на свету. Только здесь роль кораллов играют бактериальные маты, склизкие, похожие на кружевообразования, свисающие со сводов пещер. В этих матах живут крошечные ракообразные, которыми питаются более крупные хищники, и все это происходит в абсолютной изоляции. Почему это важно для нас сегодня? Потому что это открытие моментально вывело мексиканские пещеры из разряда местной достопримечательности в разряд главного полигона для астробиологии. Если жизнь может процветать на Юкатане за счет метана в полной темноте, то что мешает ей существовать в подледных океанах спутника Юпитера, Европы или на Энцеладе спутнике Сатурна? Мы ищем жизнь в космосе, глядя в телескопы, в то время как она, возможно, развивается по тем же принципам прямо у нас под ногами, в условиях, которые мы всегда считали непригодными для существования. Но если метан – это только топливо для бактерий, то что происходит там, где концентрация химических веществ еще выше, а давление воды становится критическим? Исследователи начали замечать странные аномалии. В некоторых камерах, которые были отрезаны от основной системы обвалами тысячи лет назад, вода имеет странный молочно-голубоватый оттенок, а приборы фиксируют наличие сложных белковых соединений, которые не принадлежат ни одному известному виду земных существ. Это открытие заставило многих исследователей задаться вопросом: если бактерии и креветки смогли адаптироваться к метановому циклу, то не могли ли в этих изолированных капсулах времени развиться более крупные и сложные организмы, о которых мы пока не имеем ни малейшего представления? Когда ученые начали погружаться еще глубже, за пределы известных карт, они столкнулись с феноменом, который не поддается никакой классификации и заставляет вспомнить самые смелые теории о теневой биосфере Земли. Когда мы начинаем сопоставлять данные, полученные из мексиканских сенотов, с результатами исследований в других точках земного шара, перед нами начинает вырисовываться пугающая и одновременно захватывающая картина. То, что поначалу казалось локальной аномалией Юкатана, на самом деле является частью глобального феномена, который официальная наука долгое время предпочитала не замечать. Мы сталкиваемся с концепцией теневой биосферы, параллельного мира, который существует бок о бок с нами, но по совершенно иным биологическим правилам. И чтобы доказать, что это не случайность, а закономерность, нам нужно совершить путешествие на тысячи километров от Мексики. Первый и, пожалуй, самый поразительный пример – это пещера Мавили, расположенная в Румынии неподалеку от побережья Черного моря. Она была случайно обнаружена в 1986 году во время геологических работ. Представьте себе пространство, которое было полностью изолировано от внешней среды на протяжении последних 5,5 миллионов лет. Когда ученые впервые вскрыли этот природный запечатанный сосуд, они обнаружили атмосферу, богатую сероводородом и углекислым газом, где уровень кислорода был в 3 раза ниже нормы. Однако, вопреки всем ожиданиям, пещера Мавили оказалась обитаема. Исследователи, такие как румынский биолог Кристиан Ласку, обнаружили там более 33 видов живых существ, которые не встречаются больше нигде на планете. Это были пиявки, пауки, скорпионы и многоножки, которые миллионы лет развивались в абсолютной темноте. Но самое главное, фундаментом этой жизни, как и в мексиканских сенотах, служили хемоавтотрофные бактерии. Они окисляли серу, создавая органическую материю из ничего. Это прямое доказательство того, что жизнь способна не просто выживать, а процветать в полной изоляции, создавая сложные иерархии хищников и жертв без капли солнечного света. Второй пример переносит нас в совершенно иную климатическую зону, в ледяное безмолвие Антарктиды. В 2019 году международная группа ученых в рамках проекта «Салса» пробурила скважину глубиной более 1 километра, чтобы достичь подледного озера Мерсер.
То, что они там обнаружили, повергло научный мир в шок. В воде, температура которой была ниже нуля, под колоссальным давлением ледяного щита, были найдены останки крошечных ракообразных и тихоходок. Более того, анализ ДНК показал наличие активных сообществ микробов, которые получают энергию, перерабатывая древние органические отложения и минералы горных пород. Это означает, что даже под многокилометровым слоем льда, в условиях, которые мы считали абсолютно стерильными, существует жизнь. Исследователь Джон Приску, один из ведущих полярных ученых, прямо заявил, что Антарктида скрывает под собой целую сеть сообщающихся озер и рек, населенных организмами, чей метаболизм фундаментально отличается от нашего. Мы видим ту же модель, что и на Юкатане. Изоляция, экстремальная химия и полная автономность от поверхности. Третий независимый пример находится на дне Атлантического океана, в районе Срединно-Атлантического хребта. Это место получило название Lost City или Затерянный город. В отличие от классических черных курильщиков, где жизнь кипит вокруг извержений перегретой воды, в Lost City происходят другие процессы. Здесь известняковые башни высотой с 18-этажный дом возникают благодаря химической реакции между морской водой и горными породами мантии, процессу серпентинизации. В этом месте вода имеет экстремально высокий уровень щелочности и насыщена водородом и метаном. Биологи из Вашингтонского университета зафиксировали там уникальные формы микроорганизмов, которые живут за счет абиотического синтеза углеводородов. То есть химические вещества там превращаются в живую материю без участия каких-либо биологических предшественников. Это место считается самой близкой моделью того, как могла зародиться жизнь не только на Земле, но и на других планетах. Когда мы накладываем эти три точки на карту мира – Румынию, Антарктиду и Атлантику – и добавляем к ним мексиканскую систему Ош-Бельха, мы видим глобальную сеть. Это не просто разрозненные пещеры или источники. Это признаки того, что глубоко в земной коре существует непрерывный слой жизни, который мы только начинаем осознавать. Ученые называют это глубинной биосферой. По некоторым оценкам, общая масса микроорганизмов, живущих под поверхностью Земли, может превышать массу всех людей и животных, живущих на ее поверхности. Но самое интригующее заключается в следующем. Если в маленькой изолированной пещере в Румынии за 5 миллионов лет возникли уникальные виды многоножек и пауков, то что могло эволюционировать в колоссальных многоуровневых лабиринтах Юкатана, которые в десятки тысяч раз больше? Мы знаем, что система Сакактун соединяется с океаном, а значит, она получает постоянный приток минералов и генетического материала. В этих условиях эволюция могла пойти по путям, которые мы даже не можем себе представить. Исследователи начали находить в самых глубоких частях мексиканских сенотов следы биологического присутствия, которые не соответствуют ни бактериальным матам, ни мелким ракообразным. Речь идет о крупных органических структурах, которые дайверы в своих отчетах описывают как полупрозрачные ленты или пульсирующие мембраны, реагирующие на свет и движение. Закономерность очевидна: везде, где есть вода, тепло недр и химическая энергия, возникает жизнь. И чем больше пространства, тем сложнее эта жизнь становится. Мексика предоставляет для этого самую большую лабораторию на планете. И то, что мы обнаружили там на 3-м уровне погружения, заставляет нас задуматься о том, насколько мало мы на самом деле знаем о тех, кто делит с нами эту планету, оставаясь в тени. Мы подходим к самому тревожному вопросу. Если эта жизнь существует миллионы лет в изоляции, то какими чувствами и способами взаимодействия с миром она обладает? И что произойдет, когда мы со своими мощными фонарями и оборудованием окончательно разрушим границы их скрытого мира? Если первые два доказательства – существование автономных метановых экосистем и наличие изолированных видов в разных частях планеты – еще можно было попытаться втиснуть в рамки традиционной биологии, то третье доказательство наносит сокрушительный удар по нашим представлениям о древе жизни. Оно пришло не в виде пойманного в сеть существа или сделанного в мутной воде снимка. Оно пришло в виде кода.
в виде темной материи биологического мира, которую ученые обнаружили в самых отдаленных уголках системы Сак-Актун. Речь идет о результатах масштабного исследования с применением технологий анализа экологической ДНК, сокращенно ЕДНК. В 2022 году группа генетиков под руководством доктора Элизабет Алтер провела уникальный эксперимент. Суть метода заключается в том, что исследователям не нужно ловить само животное. Любой живой организм оставляет в воде следы своей жизнедеятельности – фрагменты кожи, слизи, чешуи или продуктов метаболизма. Анализируя литры воды, взятые из стерильных глубин пещер, ученые могут восстановить генетическую карту всей экосистемы. То, что они обнаружили в пробах, взятых на расстоянии более 4 километров от ближайшего входа в пещеру, вызвало эффект разорвавшейся бомбы в узких кругах молекулярных биологов. Около 40% генетического материала, извлеченного из воды, не совпало ни с одной известной базой данных в мире. Вдумайтесь в эту цифру. Почти половина биологических следов в этих пещерах принадлежит существам, которых нет в нашей классификации. Это не просто новые виды, это генетические последовательности, которые настолько далеки от известных нам млекопитающих, рыб или насекомых, что их невозможно поместить ни в одну существующую ветвь эволюции. Исследователи назвали это явление биологической темной материей. В официальных отчетах ученые проявляют крайнюю осторожность, используя термины типа «неклассифицированные микробные сообщества» или «археи с нетипичным геномом». Но за закрытыми дверями конференций обсуждается нечто гораздо более смелое. Существует гипотеза, что в глубоких слоях мексиканских пещер мы столкнулись с остатками так называемой первичной биосферы. Представьте себе, что миллиарды лет назад, когда на Земле только зарождалась жизнь, существовало несколько конкурирующих моделей биологического устройства. Одна из них, наша, основанная на ДНК, РНК и фотосинтезе, победила и заняла поверхность планеты, но другие модели, возможно, не погибли окончательно. Они могли отступить в экстремальные ниши, такие как глубоководные пещеры Юкатана, где условия оставались неизменными на протяжении сотен миллионов лет. Там, в тишине и стабильности, эта альтернативная жизнь продолжала развиваться по своим законам, создавая формы, которые наш мозг даже не может визуализировать. Самое неспокойное в этом открытии то, что некоторые фрагменты обнаруженной ДНК указывают на наличие крупных многоклеточных структур. Это не просто бактерии. Алгоритмы анализа белков предсказывают существование организмов с уникальной системой передачи нервных импульсов, которая не похожа на нашу электрическую нейронную сеть. Это может быть химическая или даже акустическая система связи внутри одного организма. Почему об этом не трубят заголовки газет? Потому что это открытие ставит под вопрос само наше право называться единственными хозяевами этой планеты. Если в глубинах Юкатана действительно обитают сложные формы жизни с принципиально иной генетикой, то биология как наука должна быть переписана с нуля. Ученые опасаются, что публикация таких данных без железобетонных визуальных доказательств разрушит их карьеры, ведь гораздо проще списать 40% неизвестной ДНК на загрязнение проб или несовершенство алгоритмов, чем признать существование параллельной цивилизации клеток под нашими ногами. Однако дайверы-исследователи, такие как Крис Лепонс, неоднократно сообщали о странных визуальных феноменах в этих зонах темной ДНК. Они описывают структуры, похожие на гигантские кружовные полотна, которые колышутся в воде без видимого течения. При приближении мощного фонаря эти полотна мгновенно сворачиваются или меняют цвет, переходя из прозрачного состояния в абсолютно черное, поглощающее свет. Это не поведение растения или гриба. Это поведение сложного хищника, обладающего сенсорикой, которую мы пока не понимаем. Это и есть тот самый третий, независимый доказ, который связывает воедино все предыдущие факты. Метан дает энергию, изоляция дает время, а темная ДНК подтверждает результат. В пещерах Мексики мы имеем дело не с аномалией, а с иным миром. Миром, который не нуждается в нас, не знает о нас и, возможно, гораздо старше всей человеческой истории. Теперь, когда все три пласта доказательств лежат перед вами, мы можем наконец сложить этот пазл и увидеть общую картину.
Картину, которая заставляет каждого, кто хоть раз спускался под воду сенотов, чувствовать не просто исследовательский интерес, а первобытный трепет перед неизвестным. Теперь, когда мы прошли через все этапы нашего исследования, настало время остановиться. Остановиться и просто осознать ту невероятную картину, которая складывается из разрозненных фактов, химических анализов и генетических кодов. Мы привыкли смотреть на карту мира как на плоскость: материки, океаны, государственные границы. Мы привыкли думать, что жизнь на этой планете – это тонкая пленка, едва покрывающая ее поверхность, полностью зависящая от капризов погоды и тепла далекого солнца. Но реальность, скрытая в глубинах мексиканских сенотов, говорит нам о совершенно ином устройстве нашего общего дома. Давайте сведем все воедино. Мы имеем колоссальную систему Сак-Актун и Ош-Бельха, которая является лишь крошечной видимой частью гигантского водоносного горизонта. Мы знаем, что в этих лабиринтах процветает жизнь, основанная на метане и сере, жизнь которой не нужен свет. Мы увидели, что подобные очаги разбросаны по всему земному шару, от ледяных озер Антарктиды до закрытых пещер Восточной Европы. И, наконец, мы получили доказательство существования темной ДНК, генетического кода, который не принадлежит ничему живому, что мы когда-либо классифицировали. О чем это говорит нам на самом деле? Если отбросить научную осторожность и взглянуть на масштаб явления, то вывод напрашивается сам собой. Мы не одни на этой планете, и речь не о пришельцах из космоса. Речь о внутреннем космосе Земли. Прямо сейчас, в эту самую секунду, под вашими ногами, на глубине сотен и тысяч метров, пульсирует гигантский взаимосвязанный живой механизм. Это своего рода теневая биосфера, которая, возможно, является первичной по отношению к нашей. Существует смелая научная теория, согласно которой жизнь на поверхности Земли – это лишь временный, случайный эксперимент, ставший возможным благодаря удачному стечению обстоятельств и короткому периоду стабильности атмосферы. В то время как настоящая, фундаментальная жизнь Земли всегда была и остается там, в толще литосферы, в темноте и давлении, где она надежно защищена от падений астероидов, вспышек сверхновых и инверсий магнитного поля. Тот факт, что 40% ДНК из вод Юкатана не имеют аналогов, наводит на пугающую мысль. Возможно, эволюция в этих глубинах не просто шла параллельно нашей. Она могла зайти гораздо дальше. Если жизнь там не ограничена необходимостью строить тела из хрупких белков, зависящих от узкого температурного диапазона, то какими возможностями обладают ее представители? Мы ищем разумные сигналы из далеких галактик, но мы даже не научились слушать тишину собственных пещер. Темп нашего продвижения в эти глубины сегодня напоминает колонизацию. Мы врываемся в этот изолированный мир со своими мощными прожекторами, выхлопами дыхательных смесей и жаждой открытий. Но задумываемся ли мы о том, что для обитателей этой теневой биосферы мы являемся токсичным инородным вторжением? Каждый раз, когда дайвер-исследователь проплывает через галаклин, он нарушает баланс, который выстраивался миллионы лет. Мы приносим с собой бактерии с поверхности, которые могут стать для местной жизни смертоносным вирусом. Или наоборот, мы можем вынести на поверхность нечто, к чему наша иммунная система абсолютно не готова. Исследователи, такие как доктор Гильермо де Анда, часто говорят, что, находясь в глубине сенота, они чувствуют на себе чей-то взгляд. Это не мистика и не суеверие. Это естественная реакция человеческого мозга, столкнувшегося с присутствием чего-то масштабного и непонятного. Мы ощущаем себя чужаками в этом пространстве не потому, что там темно или страшно, а потому, что на подсознательном уровне понимаем, этот мир не принадлежит нам. Мы здесь, лишь кратковременные гости, в то время как истинные хозяева этих лабиринтов наблюдают за нами из темноты уже миллионы лет. Загадка подводных пещер Мексики – это не просто вопрос биологии или археологии, это вопрос нашего места во Вселенной. Мы привыкли считать себя вершиной эволюции, венцом творения. Но что, если мы лишь побочный продукт, живущий на тонкой корке остывающего шара, в то время как внутри него кипит совсем иная, более мощная и древняя жизнь? За всеми этими фактами, за названиями экспедиций и фамилиями ученых скрывается одна простая истина. Земля гораздо сложнее, чем мы привыкли думать.
Анама – живой организм, и у этого организма есть свои глубокие тайны, которые он не спешит открывать. И, возможно, некоторые двери в подземное царство Шибальбы лучше было бы оставить закрытыми. Когда вы в следующий раз посмотрите на фотографию красивого мексиканского сенота с лазурной водой, вспомните о том, что это лишь поверхность. Вспомните о километрах лабиринтов, о метановых облаках и о существах с невозможной ДНК, которые прямо сейчас продолжают свой путь в вечной темноте. Мы только начали приоткрывать эту завесу, и то, что мы увидели за ней, заставляет нас переосмыслить все, что мы знали о жизни до этого момента. Завершая наше сегодняшнее погружение в тайны мексиканских пещер, я хочу, чтобы вы на мгновение отвлеклись от цифр, дат и генетических формул. Попробуйте представить себе ту колоссальную звенящую тишину, которая царит в системе Са-Коктун на протяжении миллионов лет. В этой тишине и темноте скрыты ответы на вопросы, которые мы только начинаем формулировать. Что если жизнь на нашей планете гораздо более устойчива, многогранна и, возможно, гораздо менее зависима от человечества, чем нам хотелось бы верить? Исследования последних лет, от открытия метановых экосистем до обнаружения темной ДНК – это лишь первые шаги. Мы стоим на пороге величайшего пересмотра биологической картины мира. И Юкатан с его лабиринтами является сегодня самым важным фронтиром этой новой науки. Готовы ли мы принять тот факт, что прямо под нашими городами существует иная форма сознания или иная логика развития жизни? Мне крайне важно узнать ваше мнение. Как вы считаете, является ли эта теневая биосфера остатками древнего мира, или это параллельная ветвь эволюции, которая со временем может занять место нашей цивилизации? Верите ли вы, что официальная наука скрывает часть данных, чтобы не вызывать панику среди широкой общественности? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Я внимательно читаю каждое ваше сообщение, ведь именно в таких дискуссиях часто рождаются самые интересные гипотезы. Если вам близок такой подход к поиску истины, когда факты важнее громких заголовков, не забудьте поддержать этот материал. Мир гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, и мы продолжим исследовать его самые темные уголки вместе с вами. До встречи в следующих выпусках, где мы отправимся еще дальше за пределы известного.